Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что там происходит у нас сегодня, куда это ведет и какие движения предполагаются на вечерней сессии. Так, ну вот пока Юго-Восточная Азия отдыхает, у них день осеннего равноденствия, так называемый, когда день равен ночи, соответственно, это определенные события, и поэтому они находятся на отдыхе. Тем не менее, страсти кипят даже в те моменты, когда они на отдыхе, и в том числе и у них. Китайский застройщик Evergrande, о котором неоднократно ваше внимание обращал, он может послужить тому, что произойдет обвал на мировых фондовых площадках. На самом деле, сам по себе Evergrande является всего лишь триггером. Реальная ситуация – это то, что происходит на китайском рынке недвижимости. Дело в том, что вот этот кризис, он оказался крайне нестандартным. Генералы, как говорится, готовятся к прошлой войне. Соответственно, этот кризис четко показал, что генералы готовы, но готовы к войне предыдущей, которая была там в 1987 году, в 2000, 2008. Они попытались использовать новые средства волшебные, которые называются «я могу напечатать еще больше денег». Однако, как известно, перекосы, они проходят только тогда, когда происходит устранение самого этого перекоса. То есть бесполезно там чем-то заливать, как-то сглаживать. Оно может привести к тому, что срыв произойдет еще сильнее и еще масштабнее. Так вот, китайская экономика, китайский рынок недвижимости, китайский фондовый рынок – это своего рода часовой механизм, который вот-вот сработает. Я честно скажу, и я обращал ваше внимание уже неоднократно, я не понимаю, откуда такой оптимизм по поводу Китая. Был, есть, ну и, наверное, будет. То, что Китай – это страна, которая развивается, у которой какое-то время назад был очень большой трамплин для роста и для развития, я с этим не спорю. Я с этим категорически согласен. Но все течет, все меняется. Если вы едете на машине и не заправляетесь, у вас рано или поздно заканчивается бензин или дизель. Никуда от этого не деться. Так же и Китай. Был определенный ресурс, были определенные возможности, они были реализованы. Но в силу перенаселенности, в силу там исторических каких-то обычаев, в силу менталитета, они для того, чтобы эту ситуацию как-то она равномерно закреплялась, они совершили тогда с их точки зрения правильный ход, но сейчас уже стратегически, когда вот эта вся ситуация она подошла к тому, что есть определенная плата, верх развития, соответственно, оказалось, что стратегия была весьма спорная. Эта стратегия «одна семья, один ребенок». Потому что из-за очень высокой населенности Китая, нехватки ресурсов, даже воздуха и воды, которые сильно загрязнены, они решили таким образом ситуацию немножко затормозить. Сейчас что мы имеем? Мы имеем экономику, которая стагнирует и начала проседать. И, кстати, здесь основная причина заключается в том, что мир он не может столько потребить после того, как состоялся отскок постковидный. С другой стороны, самого такого большого рынка потребления в Китае нету, не сформировалось и наиболее вероятно не будет сформировано в ближайшее время из-за демографической ситуации. Поэтому та ситуация, которая сейчас возникла с Evergrande, с другими застройщиками Китая, она, скажем так, более или менее была понятна, что она возникнет. Был только вопрос, что послужит инициатором. Опять же, будет сейчас всеобщий обвал. Тут получается такое сочетание, что несколько факторов, они сошлись в одном флаконе. Ситуация действительно очень непростая. То, что вот именно сейчас разразилась эта ситуация с Evergrande, то, что на этой неделе заседание ФРС, и в ходе этого заседания они, скорее всего, упомянут, что они будут сокращать выкуп активов, и, возможно, уже в этом году. Ряд других моментов, постоянные там новые мутации коронавируса, заявления фармкомпаний, которые говорят, что вот вакцины работают, но не на новые штаммы. Новые штаммы, они волшебные, они не поддаются воздействию вакцин. Ряд других моментов. Здесь и сбой логистических цепочек, и безумный рост
цен на сырье, который не соответствует текущей экономической ситуации, да, он соответствует тому, что произошел отскок, и тому, что как бы идет всеобщий как бы рост и жор. От этого тоже никуда не деться. Но с другой стороны, как бы ничто не бывает бесконечно. У всего есть свой ресурс, есть свой потолок. И вот с моей точки зрения как раз такой лимит он был выбран в данной ситуации. Да, сейчас бытует мнение, что новый цикл роста цен на сырье. Но действительно такой цикл, ему уже вроде как, если рассматривать глобально, что происходит, ему уже пора бы начаться. Но есть один очень щекотливый момент, который заключается в том, что вот эти утверждения, там пришло время там, новому росту цикла на сырье, или пришло время там 7-летнего цикла обвала доллара. Это фундаментальные вещи. Фундаментальные вещи, они показывают направление. Но есть еще вещи, которые определяют сиюминутное движение. Для того, чтобы что-то выросло, накануне этого роста что-то должно очень сильно упасть. И поэтому вполне возможно, что действительно новый сырьевой цикл он состоится. Но кто сказал, что перед тем, как начнется этот бурный рост, не произойдет еще одного обвала? Так, друзья, ну это так, лирика, можно сказать, экономическая, фондовая. Давайте посмотрим, что тут у нас по календарику. PPI Германии растет, и причем месяц к месяцу достаточно ощутимо. Ну, с одной стороны, это, возможно, и позитивный момент для производителей, но с другой стороны, как бы потребители, они тоже не резиновые, и их возможности ограничены. И поэтому, несмотря на то, что в целом для крупного бизнеса, для экономики небольшой рост цен производителей, он является очень хорошим, с учетом текущей ситуации, когда инфляция очень высокая, продовольственная, когда идет рост цен на жилье, на аренду, то есть вот этот рост еще и на товары, он может оказаться, ну если не летальным, то очень и очень непредсказуемым в плане изменения потребительской ситуации. Так, друзья, ну и на завтра продолжение праздника в Китае, в Корее, Япония, по-моему, завтра уже будет торговаться. Так, друзья, далее давайте посмотрим ВИКС. Ну, смотрите, обращал ваше внимание, что вот в пятницу либо в понедельник могут раскрыться риски и произойдет рост волатильности. Ну, в общем-то, так оно, к сожалению, и получилось сегодня. Но единственное, какой здесь есть момент. Пока еще нельзя сказать, что ситуация вышла из-под контроля, потому что вот это ключевое значение 29-28,5 его не пробили. Но действительно, здесь как бы в целом все достаточно тревожно, потому что такое развитие ситуации, оно не очень позитивно, тем более в силу того, что заседание ФРС в среду. С одной стороны, конечно, видя такую картину, ФРС может не допустить того, чтобы на рынке развился Армагеддон и, соответственно, сделать какие-то мягкие заявления, что мы там, дескать, неизвестно когда будем сокращать. Но, понимаете, здесь все, с моей точки зрения, зависит от целеполагания. Потому что если посмотреть на ситуацию обвала рынков с другой стороны, да, с точки зрения, скажем так, устранения избыточной напечатанной денежной массы, как бы это цинично ни звучало, но обвал рынков – это то, что поможет вот эту всю денежную массу нависающую сжечь. Да, это будет очень неприятно, крайне неприятно и для рядовых американцев, и для пенсионных и хедж-фондов, но с другой стороны, если мыслить, как принято у нас стратегически и в великих масштабах, то это как раз тот путь, который позволит убрать все напечатанное бабло, но, по крайней мере, большую его часть. То есть оно просто испарится в результате обвала. Итак, друзья, что касается движения по ВИКСу, действительно ситуация развивалась, как я и предполагал, по наиболее вероятному сценарию. В пятницу мы более или менее прошли, но в понедельник все-таки эта ситуация развернулась. В чем здесь может быть проблема, которая уже вполне возможно нешуточно разовьется? Вот смотрите, Китай у нас отдыхает завтра, праздник середины осени, осеннее равноденствие. А вот в среду, когда заседание ФРС, Китай уже начинает торговаться. И очень большой вопрос,
что будет с ключевыми китайскими площадками, какие на них движения. Когда сначала после ситуации с дефолтом Evergrande, после такого расколбаса, который начался на западных площадках, что будет с рынком Китая? Как бы он от 22-го с утра прямо и не потек весь. Так, друзья, далее индекс доллара. Есть, конечно, надежда, что он откатится, вот исходя из сегодняшнего движения. Тогда, в общем-то, и по ВИКСу вопрос будет снят. ВИКС тогда, скорее всего, тоже откатится. Но пока еще ситуация до конца не ясная. Судя по тому, как завис ВИКС, по индексу доллара прямо напрашивается движение повыше, ну хотя бы на 94,7. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм. Ну, действительно, здесь такая картина, что разворотная формация, с другой стороны, первый ключевой уровень 4450 был взят еще на прошлой неделе. Вот, соответственно, здесь у нас сейчас следующее сопротивление, поддержка, прошу прощения, 4330. Если она не сработает сегодня, если мы продолжим снижение, то весьма вероятно завтра будет движение уже в район 4130, вот сюда, к этому значению. Если сейчас мы вот этот падеж прекращаем, на это есть определенные наметки, то после консолидации отсюда весьма вероятно завтра-послезавтра мы получаем отскок и возврат на уровень 4450. Но, опять же, такой сценарий был бы слишком шикарен. Но с учетом тех событий, которые начали развиваться в Китае, здесь все указывает на то, что весьма вероятно просадка будет более существенной. Вопрос только в том, произойдет, не произойдет уже пробитие уровня, который 4000. Потому что в силу того, что в Китае назревает, вполне возможно, что и Запад тоже начнет чихать из-за этого. А пока то, что вот мы получили, вот это небольшое коррекционное движение, несмотря на ужас этой разворотной картины, и, кстати, подобных разворотных формаций не было аж с сентября 2020 года. А в сентябре 2020 года, если вы посмотрите прямо под копирку, эти же даты, это же движение. Но тогда 3300 выступил ключевым уровнем, и, соответственно, здесь 21 сентября дали отпор врагу, и после этого пошел новый невиданный рост. Соответственно, здесь у нас вот эта картина, весьма вероятно, она повторится, если только не завалится Китай. Если Китай завалится, то, соответственно, ну, первая цель это 4000, потом как бы вот у нас диапазон протяжения, он вот куда-то сюда вполне может привести. Если такое движение произойдет, это будет, конечно, очень напряжно, очень тяжело, но с другой стороны, сколько напечатанных денег сгорит в результате такого движения. Другой вопрос, что если это произойдет, то не факт, что оно остановится вот здесь. И большой вопрос, что будет тогда с остальными рынками, с российским рынком и другими рынками emerging markets. Так, друзья, ну смотрите, поэтому здесь у нас с одной стороны ситуация тревожная. Вот сейчас для нас важно удержаться на этом уровне, который 4350, был 4450. Но поскольку жизнь очень динамично протекает, то уже минус 100. Ну и смотрите, здесь у нас большой вопрос, повторится, не повторится сценарий 2020 года, который был вот здесь. Единственное, только произойдет сдвиг, и вот эта волшебная свечка, она будет, если будет, не 21 числа, а 22 числа. Вот. Так что все в руках ФРС и Evergrande. Но с другой стороны, обращаю ваше внимание, несмотря на возможность прохода аналогичного, уже в системе накопились очень большие риски, которые связаны с перекосами, которые связаны с тем, что Китай, ну, можно сказать, находится на издыхании, с моей точки зрения. И если здесь было продолжение постковидного драйва на фоне печатания денег и так далее, то здесь уже, как мы видим, такого драйва его не очень много. Но опять же, остается надежда в повторении вот этого паттерна, который был в сентябре 2020 года. Так, друзья, далее ситуация с нефтью. С нефтью у нас первый ключевой уровень 73,5. Этот уровень пока что на текущий момент вроде бы устоял.
Соответственно, если он устоит и завтра, и послезавтра, то нас ждет здесь консолидация и, соответственно, отбой движения на 75,7 вот сюда, к этому значению. Если здесь возникает пробой 73,5, то у нас есть две другие сильные поддержки, это 72 и 69,8, которые проходят где-то вот здесь вот. Соответственно, на текущий момент сегодня по нефти у нас, если не повторяется движение вниз и пробой 73,5, то здесь есть все условия для того, чтобы произошел завтра с утра отскок, у которого цель движения для начала 75,3 по часовому таймфрейму. Под нефти цель несколько повыше. Так, друзья, далее золото. Но золото, оно реализовало тот сценарий, который, с моей точки зрения, был не очень позитивный, но с другой стороны не смертельный. Сходили на 1750. Соответственно, это очень сильный уровень поддержки. Как мы видим, оно его никак пробить не может. То есть есть отдельные проколы, которые приводят к тому, что его выкупают и отбрасывают. На текущий момент по золоту идет консолидация в диапазоне 1768-1750. Вот как только возникает пробой уровня 1768, отсюда развивается движение, у которого цель сходить на 1792 и попробовать здесь закрепиться. В том случае, если возникает повторный пробой диапазона 1750-1741, в этой ситуации мы видим дальнейшую просадку, и здесь уже цель будет 1710 и потом 1650. Я пока на такой сценарий ставку не делаю. Я думаю, что будет консолидация сейчас вот в таком поджатом диапазоне и попытка пробить верхнюю границу и сходить наверх. Ну и сегодня вечером, я полагаю, будет движение вот сюда к верхней границе на 1767 при условии того, что не возникает пробитие 1757,5 по SFD. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, вот здесь сейчас мы подошли к водоразделу 73,6. Соответственно, закрепление выше этого значения приводит к тому, что отсюда идет движение, у которого цель 74,5. При текущих ценах на нефть, в общем-то, рубль достаточно уверенно себя должен чувствовать. Но мы с вами видим, тут как бы из рукава одну карту за другой достают. И Китай, и ФРС, и последствия выборов, которые в среднесрочной и ближайшей перспективе наверняка дадут о себе знать. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, несмотря на весь ужас, Сбер достаточно хорошо держится. 324,5 так и не взяли. Соответственно, как только будет небольшая передышка, Сбер погонит на 334,6, 335. Опять же, здесь вот уровень 324,5, если он устойчиво пробивается, то весьма вероятно у Сбера следующая остановка. Но есть промежуточная цель 320, но следующей остановкой может послужить 370,5. Так, друзья, ну и Газпром, смотрите, здесь, конечно, ужас, но с другой стороны уровень 320 пока не взят, так что ничего здесь такого страшного нету. В рамках того, что происходит в мире, да, есть определенные нюансы, определенные заморочки, расколбасы, но ключевой уровень первый 320 пока не взят. Соответственно, по Газпрому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если будет консолидация в районе 320, то он обязательно отскочит, потому как он еще не выполнил свои стратегические цели. Так, друзья, ну и давайте Baltic Dry напоследок. Ну, смотрите, прет он вообще ни в одном глазу. Ни Evergrande его не пугает, ни ФРС, растет и растет. Так что вот оно, инфляционное давление на мировую экономику и на все. Друзья, спасибо за внимание, успешных торгов, удачи!